Сегодня в рамках очередного видео мы с вами продолжим рассматривать KPI, а именно разберем такое KPI, который называется Bullet Chart. О чем данный график обязательно разберем в рамках данного видео. Прежде чем начнем, напоминаю, у меня на степике выгружены курсы по Apache Superset. На данный момент уже доступно 3 курса. Плюс ко всему новые материалы появляются регулярно, поэтому переходите по ссылке внизу в описании к данному видео. Также не забывайте подписываться на мой YouTube канал, на мой Telegram канал. Ну и давайте будем начинать. График, который называется Bullet Chart, как вы видите, представляет собой некоторый график, в рамках которого у нас есть заполнение определенной оси. Давайте посмотрим, что это за вид чартов, для чего его можно использовать и как он в принципе выглядит. Выглядит он очень похоже на обычный бар-чарт, но при этом он будет включать в себя некоторое значение и сравнение значения с некоторым эталонным форматом. Сразу скажу, у данного чарта есть некоторые особенности здесь в отображении в Apache Superset версии 6.1, а именно в темной теме. Вы видите то, что здесь на самом деле чарт представлен достаточно корректно, но при фактическом отображении он будет выглядеть не в самом лучшем виде. Ну, давайте посмотрим все на примере. Это один из тех графиков, которые используются для того, чтобы отобразить итоговый результат. То есть он по своей сути несколько похож на Big Number with Trend Line и на Gauge Chart. Только в данном случае, наверное, целесообразно его сравнивать с Gauge Chart по причине того, что это тот график, на котором мы можем смотреть на выполнение некоторого показателя. Только в отличие от Gauge Chart, который напрямую выглядит как некоторый спидометр, Bullet Chart является более компактным, является более предпочтительным, но, как уже было сказано, он имеет некоторые особенности с точки зрения его настройки и его визуализации непосредственно в Apache Superset 6.1, особенно в темной теме. Ну и давайте создадим первый чарт, посмотрим, как он будет выглядеть. Мы в качестве метрики просто отобразим значение среднего чека. Давайте будем использовать данный параметр и просто построим первый базовый вид данного чарта. Отображение занимает какое-то время. Давайте посмотрим, что у нас будет на выходе. Мы по-прежнему используем тот же самый набор OList, и мы видим вот такой вот график далеко не в самом лучшем виде. Давайте посмотрим. У нас есть некоторая серая шкала. У нас есть некоторая шкала Current, которая отображает текущее значение. И внизу можно присмотреться и увидеть цифры. Вот, собственно, это и есть первый базовый вид данного чарта без дополнительных настроек. Как вы видите, отображение в данном случае представлено далеко не в самом лучшем формате, поэтому давайте мы сейчас заменим на светлую тему. Светлая тема в данном случае выглядит куда более презентабельно. Мы видим, на светлой теме уже корректно отображаются цифры. Мы в принципе их видим. Мы видим некоторый общий диапазон по значениям. И здесь на самом деле мы уже вполне можем работать с показателями, вполне можем работать по настройке данного чарта. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Одна из первых шкал, которая идет в настройке, да, кстати, обратите внимание, в отличие от многих других чартов, в данном случае у нас нет отдельной вкладки Customize, у нас есть только вкладка с данными, а сами по себе кастомизации, они будут находиться в данной области настройки чарта, а именно в Chart Options, которые можно, соответственно, скрывать, ну и наоборот показывать. А у нас используется метрика и фильтр, более ничего у нас нет. Ну и теперь давайте посмотрим на основные опции в настройке нашего чарта. Конструкция Range позволяет нам отобразить общую область для данного чарта. Если я указываю значение 200, то значит таким образом у меня общий диапазон, который здесь будет представлен, будет находиться в диапазоне от 0 до 200. В принципе, вы это видите. То есть range у нас используется для того, чтобы показать значения как таковые. Ну и, соответственно, вот вся вот эта серая область, которая здесь обозначена, это область, которая у меня интерпретируется как некоторый диапазон, который в принципе может быть. Поэтому мы можем данное значение в принципе попробовать и подписать. Запишем это как диапазон значений. Давайте обозначим соответствующий чарт, делаем обновление. Теперь, когда мы наводим на
серую область, мы видим то, что здесь у нас обозначен диапазон значений. Да, я знаю, что средний чек может быть значительно больше, но в данном случае для примера мы будем использовать именно такой подход. Помимо прочего, у нас есть еще две важные настройки, которые будут определять то, как наш чарт будет выглядеть, и то, какие дополнительные метки мы туда можем поставить. Ну и теперь давайте поставим дополнительные метки. Метка Markers можно считать, что это есть некоторое ключевое значение, к которому мы должны прийти. Ну и давайте сделаем следующим образом. Допустим, наше ключевое значение, к которому мы хотим прийти, будет составлять 180. И давайте обозначим сразу метку, которая нам название для данной метки. Пусть это будет значение как некоторая цель. То есть то, к чему мы должны прийти. И давайте сразу, наверное, поставим и marker lines. Это некоторый промежуточный этап, который мы тоже должны будем зафиксировать для удобства отображения. А в marker line я предлагаю поставить значение 80 и обозначить это как минимум. После этого давайте сделаем обновление и посмотрим, что у нас будет отображаться. Мы видим, здесь у нас теперь появились два новых объекта. Первый объект называется marker lines на уровне 80. Если навести на данное значение, мы видим, что это есть некоторый минимум, который, по идее, должен быть как показатель, как ключевой показатель, к которому мы должны стремиться, чтобы наше значение было не меньше этого минимального показателя. Соответственно, второе значение это некоторое значение, которое у нас обозначено как цель. Цель я поставил на 180, и мы видим такой вот треугольник отображает соответствующую цель в виде значения 180. Вот в таком вот формате у нас представлены все те настройки, которые могут быть в чарте, который называется Bullet Chart. Теперь давайте поговорим про некоторые ограничения, некоторые особенности, которые мы видим конкретно в привязке к данному чарту, а именно данному чарту в привязке к Apache Superset версии 6.1. Мы видим то, что данный чарт целиком и полностью не предназначен для темной темы. Поэтому после того, как я делаю переключение на темную тему, да, у меня отображается область, да, у меня обозначается значение типа marker lines и, соответственно, markers, но при этом основная шкала, которая для нас будет являться тоже важной, она здесь будет отсутствовать. Поэтому, в принципе, данный чарт в том виде, в котором есть, является далеко не самым удачным. Более того, в нем отсутствуют хоть какие-то моменты, связанные с дополнительным оформлением. Отсутствует возможность выбора цветовой палитры, что в принципе является критичным. Отсутствует возможность добавления скруглений, отсутствует возможность выбора разных маркеров. У нас явно зафиксированное количество значений в виде отметок интервалов, которые мы можем здесь отмечать. То есть, например, минимальное значение и, например, значение целевое, к которому мы хотим прийти. То есть, по своей сути, этот чарт достаточно удобен, этот чарт достаточно интересен потенциально, но, к сожалению, в Apache Superset, как минимум версии 6.1, он реализован далеко не самым лучшим образом. Поэтому, если вам нужен график, который отображает цель, который показывает то значение, которое нам будет нужно, и показывает его в сравнении, то выбор, конечно же, будет в сторону Gauge Chart. Bullet Chart мы можем и должны выбирать только в том случае, если у нас будет ограниченное пространство для соответствующего графика. Ну и теперь давайте попробуем добавить данный чарт на наш дашборд. Пусть это будет чарт, который показывает средний чек. И давайте дополнительно запишу, что это средний чек, реализованный в виде Bullet Chart. Остаюсь на светлой теме по причине того, что в темной теме данный чарт будет выглядеть, наверное, просто ужасно. Ну и давайте попробуем его добавить на соответствующий дашборд. Переходим на вкладку дашбордов, выбираем KPI Big Number. Это базовый дашборд, с которого я решил начать. Он начинался с Big Number, ну и, соответственно, теперь на нем есть все типы чартов, которые так или иначе похожи по своей сути на Big Number. Мы видим то, что на самом деле у нас достаточно неплохо отображается Big Number, у нас неплохо отображается Big Number with Trendline, Gauge Chart, да, занимает большое место, но по-прежнему достаточно неплох. И теперь давайте переместим сюда еще один график, график с названием средний чек Bullet Chart.
А в данном случае мы можем его расширить. В расширенном формате он будет, наверное, поинтереснее. И при этом мы можем его сузить с точки зрения именно высоты данного чарта. Ну и давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вы видите то, что график у нас строится. Давайте посмотрим, как он будет в конечном итоге представлен. Данные прогружаются, ну и вот в таком вот виде выглядит данный чарт. В принципе, график показывает то, что нам нужно. Действительно, область отображается, но при этом, конечно же, в темной теме с ним работать будет уже не так приятно, как с другими графиками, которые все же по своей сути больше предрасположены к размещению в виде стандартных big number, в виде стандартных KPI показателей для бизнеса. Если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте лайки, не забывайте оставлять комментарии. Также еще раз напоминаю, на платформе Stepik у меня есть полноценные курсы по Apache Superset. Обязательно переходите по ссылкам, там много интересного и по вводной части в Apache Superset, и кейсовый курс, связанный с анализом данных OList. Это данные об интернет-коммерции. Именно эти датасеты я здесь использую для того, чтобы показать другие чарты. Ну и, соответственно, новый курс по MCP, Model Context Protocol. Это очень популярная тема, связанная с тем, как использовать AI-агентов для того, чтобы автоматизировать процессы построения дашбордов, процессы построения чартов, ну и вообще весь процесс работы с Apache Superset. Поэтому обязательно переходите по ссылкам, приобретайте курсы, и до встречи в новых видео, а также удачи в изучении Apache Superset.